помощью этого эффектного растения легко добавить сине-голубые краски в свой сад. Его вид со стороны напоминает красивое, пышное облако, придает ощущение легкости, воздушности и прохлады. В сегодняшнем видео я хочу рассказать о совершенно неприхотливом растении, которое способно оживить и украсить любой садовый участок. За его сине-голубые цветы и серебристую листву ему приписали названия «синяя борода» и «синий туман», а по-научному он называется кориоптерис или орехокрыльник. За свою привлекательность, душистые кисти синих цветов и неприхотливость в уходе кориоптерис стал весьма популярным декоративным растением во всем мире. Его многочисленные сине-голубые соцветия в сочетании с мелкой серебристой листвой создают красивый фон для многих растений. Неудивительно, что этот кустарник стал любимцем многих ландшафтных дизайнеров и садоводов. Согласитесь, в наших садах растений с синими цветами не так уж и много. Кстати, об одном невероятно красивом кустарнике с множеством пышных синих соцветий я уже выпускала ролик на своем канале. Посмотреть о нем можно, перейдя по ссылке в верхнем правом углу. Я также буду всем благодарна, кто поделится своими вариантами декоративных садовых растений с цветением в сине-голубой гамме. Отдельное спасибо всем за советы, комментарии и лайки. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Кориоптерис считается малоуходным, непритязательным к качеству почвы, внесению удобрений и поливом. Эта культура любит нейтральный рыхлый грунт и открытые солнечные участки. Ему совершенно не страшна жара и даже засуха. А вот что ему может навредить, это чрезмерная влажность. При посадке нельзя выбирать место в низинах, где будет застаиваться влага и талые воды. В посадочную яму необходимо добавить дренаж в виде щебня, песка или керамзита. Этот жизнестойкий листопадный кустарник никакого особого ухода от вас не потребует. Он хорошо и быстро разрастается в форме полусферы, достигая высоту 1–1,5 метра, но выглядит при этом всегда аккуратно. Цветение кориоптериса происходит именно в то время, когда сад начинает входить в состояние покоя и особым цветением похвастать не может, а именно в период с августа и до самых осенних морозов. Хотя есть сорта, которые зацветают уже в июле. Кориоптерис невероятно красив своими многочисленными пушистыми соцветиями, которые покрывают его побеги по всей длине, а в закрытом виде бутоны напоминают гроздья синих ягод. Кстати, цветение этой декоративной культуры начинается уже в год посадки, то есть в самом раннем возрасте. Цветовая гамма цветов от сине-фиолетового до голубого. Кориоптерис является хорошим медоносом. Его метельчатые соцветия источают приятный аромат, сочетая в себе смесь пряной свежести и запах хвои, который слышен даже на расстоянии. На цветы часто слетаются всевозможные бабочки. Но и листва этого замечательного растения, особенно при растирании, также источает нежный запах. Такие кустарники хорошо высаживать в зоне отдыха, где можно приятно расслабиться, созерцая их красоту и вдыхая чудесный аромат. Цветы начинают опадать в октябре. В это время на растение завязываются семена, маленькие орешки, которые можно собрать и использовать для размножения. Стоит сказать, что этот замечательный кустарник декоративен не только своим цветением. У него привлекательная листва, которая осенью приобретает яркие желто-оранжевые расцветки. Эта культура стала популярной благодаря множеству голубовато-синих соцветий и за счет своей декоративной кроны. Например, кориоптерис серый или седой имеют удлиненную листву серо-зеленой окраски с серебристым оттенком. Среди садоводов очень ценится сорт Стерлинг Сильвер с выраженным серебристым отливом. К тому же есть очень красивые сорта с необычной вариегатной расцветкой. Например, сорт White Surprise имеет серо-зеленые по центру листья с привлекательным зубчатым краем и белой каймой.
Цветы фиолетово-голубые с длинными тычинками. Цветение этого сорта происходит в июле-сентябре. Очень красивый Coreopteris Summer Sorbet. Его листва выделяется яркой лимонной каймой, на фоне которой особенно красиво выглядят синие соцветия. Coreopteris Cladonский Worcester Gold очень красив своей золотистой листвой и контрастирующими на ее фоне сине-фиолетовыми ароматными цветами. Уход за Coreopteris'ом можно назвать минимальным. Из высокой засухоустойчивости его вам даже не потребуется своевременно поливать. Кустики выдерживают жару и могут довольствоваться одними осадками. Конечно, это не относится к молодым и недавно высаженным саженцам, которые необходимо умеренно поливать. Чтобы поддерживать растения в аккуратной форме, их лучше стричь, удаляя старые и хилые ветки, а также сильно укорачивая длину побегов. Таким образом, куст всегда будет выглядеть более пышным, и цвести он станет намного обильнее. Обрезку лучше проводить ранней весной, полностью удаляя тонкие и подмерзшие ветки и сильно укорачивая прочные здоровые побеги. Еще одним плюсом является то, что это растение очень устойчиво к болезням и вредителям. К тому же орехокрыльник достаточно зимостойкий. Его корневая система способна выносить кратковременные морозы до минус 23-28 градусов. В более холодных и малоснежных регионах кусты поздней осенью можно высоко замульчировать. Ветки дополнительно утепляют спанбондом. Такая процедура особенно важна для молодых саженцев. Замечено, что чем старше растение, тем оно выносливее и хорошо переносит морозы. Но даже в случае подмерзания кустики легко восстанавливаются и выпускают много молодых побегов, на которых будет цветение. Цветет этот кустарник на побегах текущего года. Coreopteris легко размножается семенами, отводками, а также весенним и летним черенкованием. Были случаи, когда даже позднеосенние черенки спокойно перезимовывали и давали корни уже с приходом весеннего тепла. Черенки помещают в рыхлый, слегка влажный грунт под пластиковые емкости. Черенковать лучше в притененном месте, чтобы на веточки не попадали палящие лучи солнца. Этот кустарник легко поддается и семенному размножению. Причем молодые окрепшие сеянцы способны цвести уже в первый год. Этот неприхотливый кустарник идеально смотрится как отдельно растущий, так и в качестве живой изгороди. Coreopteris хорошо высаживать рядом с домом, беседкой и зоной отдыха, где можно будет наслаждаться его редкой красотой и неповторимым ароматом. Его невысокие сорта можно выращивать на переднем плане цветника, в альпинариях и даже в контейнерах. Такое неприхотливое растение украсит любой уголок вашего участка, цветочную композицию в саду или вашу террасу. А если вам эта информация была полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, и до новых встреч на нашем канале.